Здравствуйте, дорогие друзья! У нас много людей очень хороших, которые хотят помогать другим людям, чтобы они выживали и были более счастливы. Ну, вы знаете, в нашем мире много философов, много всяких учителей, которые учат нас, как нам жить, как нам дальше выживать и процветать. Но, к сожалению, никто не дает технологию, а как же это сделать? На самом деле людям нужна помощь других людей для того, чтобы они могли процветать, выживать и получать от жизни удовольствие. Ну вот, наверное, вы все знаете, что у нас много людей, которые вот принимают лекарства, принимают алкоголь, принимают всякие медицинские препараты. Все это усугубляет их жизнь, потому что память ослабевает, память становится плохая, мы плохо соображаем, мы не можем справиться с жизненными ситуациями и потом гибнем. Вот для того, чтобы вы могли справляться с этим, и необходимо, конечно, знание, как это делать. И люди пытаются помочь для того, чтобы вы восстановили, улучшили свою и память, улучшили свое физическое состояние. Потому что вот если раньше была редкость, что кто-то принимает наркотики, то теперь это уже не редкость, а это уже очень много. Я встречала молодого человека, который мне рассказал, что наркотики можно купить просто заказать по интернету, и тебе принесут, куда тебе надо, приклеят тебе там на какой-то, я не знаю, может быть, на магните какой-то или еще на какой-то, на что-то приклеить, и ты можешь этим воспользоваться. То сейчас очень много ребят, молодежи, редко кто не пробовал и редко кто не принимал. И это страшно, потому что это наше будущее, это наши дети, внуки и прочее. Вот по поводу того, что как с этим справиться, конечно, есть методика, есть технология, которая помогает вот это все убрать. Много вредоносных таких вот препаратов, как, допустим, химические препараты, да, которые люди часто покупают в аптеках, это, которые содержат обезболивающие, седативные какие-то препараты, которые снотворные, там тоже много химии, которая, ну, можно сказать, что это такие же наркотики. Люди садятся на них, но пользы от этого никакой, абсолютно. Все мы знаем, что мы ходим, получаем радиацию. Никто же у нас не ходит с дозиметром и не проверяет, а какая радиация сегодня, а какая радиация завтра и вообще. А ведь это все накапливается, скапливается годами. И потом мы чувствуем себя разбитыми, уставшими, не можем ничего производить, не можем ничего делать. Мы работаем с утра до ночи, заняты на работе, потом семья, дети, купить продукты, приготовить что-то, кому женщинам постирать, убрать и прочее. Все это вот в этой суете, в этой, так скажем, жизни, да, мы мало времени уделяем себе. А ведь вы, как человек, вы самое важное, самое нужное существо, которое может процветать и преуспевать в этой жизни, может что-то многое сделать для улучшения нашей жизни как на планете, так в своем городе, так в своем районе, так у себя в доме и все остальное. Своих друзей улучшить здоровье, себе улучшить здоровье, улучшить свое состояние физическое и умственное, чтобы мы соображали, могли что-то делать с этим.
Ну вот хотелось бы отметить такую вещь, что, конечно, много людей, которые пытаются помочь, да, и предлагают разные варианты, что вот и это помогает, и это помогает. Но на самом деле, кроме нас самих, помочь себе мы никто не можем. Можем помочь себе только мы сами. Вот поэтому хотелось бы, чтобы наша жизнь улучшалась, наше окружение было совершенно другим, безопасным, чтобы у нас не было ни убийств, не было грабежей, не было наркомании, алкоголизма, проституции, которая просто процветает. Ну, а что же в этом хорошего-то? Я не молодой человек, у меня большой жизненный опыт, я многое увидела, узнала, постигла что-то, да, для того, чтобы улучшить свою жизнь. На своем примере я тоже могу много чего рассказать интересного, как бы понимая, почему это происходит. Надо найти причину. А почему это происходит? А как это происходит? И когда у вас появятся какие-то знания, я думаю, любой человек может с этим справиться, если у него будут знания. А как это сделать? Что можно сделать для того, чтобы у вас жизнь налаживалась, и жизнь становилась совершенно другой, более счастливой, более лучшей. Ну, немножко я хочу вам рассказать о себе. Я родилась в большой семье, нас было у родителей 7 человек. Естественно, родители мои испытывали нужду постоянную. Мама не знала, чем же нас всех накормить, напоить, чтобы мы были сыты, здоровы. Но хочу сказать, что мы были действительно очень здоровые, потому что у нас не было там, в достатке продуктов таких элитных, так скажем. Мы ели простую пищу, простую еду, но мы были здоровые, мы были крепкие, и до сих пор, пожалуй, это сохраняется. Несмотря на то, что у нас уже как бы и возраст у всех такой на подходе, так скажем. Мои родители все время нуждались в деньгах, что папа работал, а мама иногда работала, потому что как бы боялись, что ли, нас оставить одних, что вот чтобы ничто тут не произошло, чтобы там дом не спалили там, или еще что-то. У нас был частный дом. И вот я, когда узнала и поняла, почему такое было, для меня это было шок. Я думаю, надо же, всю жизнь мои родители из-за этого они страдали, из-за этого они от нехватки денег, от того, что не могли они купить то, что бы хотели. В свое время меня даже не могли приобрести для нас спортивную форму, что мы на физкультуру постоянно где-то бегали, где-то у кого-то перехватишь, сбегаешь на физкультуру, хотя я бы бегала очень быстро. Ну вот, как бы, но вот когда я училась в техникуме, у меня были однокурсники, да, с нашей группы ребята. Мы завидовали там, может быть, не завидовали, но как бы была девушка, у которой были и золотые серьги там, и было у нее пальто с песцом там, и шапка песцовая. А мы ходили просто. Но когда она приезжала к нам, она потом мне поделилась и сказала: Люба, как я тебе завидую, что ты вот... у вас большая семья, она была одна в семье, что ты к вам приедешь, у нас весело, у нас добродушная обстановка, как бы, и она получала от этого удовольствие, что она общалась вот с нами, приезжала к нам, она просто как бы, наверное, духовно, что ли, расслаблялась, духовно получала какой-то прилив энергии, сил, и ей очень нравилось быть у нас. Ну вот, одноклассник, как бы я в 19 лет уже как бы уехала из своего города, где прожила юность, жила на севере, там уже была появилась своя семья, уже появились дети.
И у меня были уже другие заботы, другая жизнь, так скажем. Я уехала из своего города. Ну вот, сказать, поэтому как бы вот прослеживая свою жизнь и прослеживая жизнь моих близких, родных, прослеживая, когда я узнала, почему люди гибнут, да, почему с ними что-то происходит, было как-то досадно, что ли, что, Господи, они ж не, ну как бы, они могли бы прожить другую жизнь, зная, как это делать. Вот это самое такое, наверное, душещипательное, что ли. И тогда я решила, что для меня, наверное, я свою жизнь, я искала, наверное, свой путь, наверное, в жизни, так скажем. Я училась в химическом техникуме, но мне это было как-то не очень близко. Я не знала, а что же мне выбрать в жизни, что мне выбрать. Хотелось почему-то как-то, в юности мне почему-то хотелось быть радистом. Почему, не знаю, не могу сказать, и до сих пор еще не нашла ответа, а почему я хотела быть радистом. Но я не нашла такого заведения, училища или там какой-то техникум, чтобы я могла пойти на это. Ну и как-то я от этого отошла и всю жизнь, работала для того, чтобы выживала семья, для того, чтобы прокормить детей, для того, чтобы, более-менее, как считалось тогда, жить достойно там и прочее, чтобы все было. Но счастье это не приносит. Я вам откровенно скажу, что счастье это не приносит. Вот тогда, когда я узнала, почему, от чего так складывается у людей жизнь, и я поняла, что я всю жизнь искала свою стезю. Наверное, вот я ее и нашла, что я хотела помогать людям. И я так решила, что, наверное, это мое и есть. Я просто это искала всю жизнь. Ну вот, нашла, теперь я знаю. У меня есть какие-то знания, которые я использую в жизни, и оно помогает мне выживать, несмотря на то, что мне уже достаточно много лет. Но хотелось бы поделиться, что когда я узнала, когда я узнала, откуда это идет, почему люди так живут, мне было, конечно, я посмотрела, как-то жуть какая-то даже была. У меня был такой взрыв эмоций, даже не передать. И я посмотрела, посмотрела жизни своих. У нас родни очень много, все из больших семей. И я посмотрела на жизнь каждого человека, просто посмотрела снаружи. И я увидела, что, а были ли они счастливы? Да, наверное, нет. Потому что я видела, их проблему увидела. Почему? Я просмотрела их судьбы, их жизни, потому что очень много уже ушло, очень много потерь у меня, очень много, потому что родных очень много. И я поняла, что они были не виноваты в этом, что они прожили такую жизнь. Они просто не знали, а как с этим справиться. Они просто не знали, а что нужно делать для того, чтобы их жизнь сложилась совершенно другая, совершенно по-другому, чтобы были они более счастливы. Исходя из этого, я думаю, что я нашла свою стезю, я нашла то, что я искала, и я двигаюсь в этом направлении. Я много кого слушала, много передач переслушала, много чего полезного для себя взяла, много чего узнала. И теперь мне легче справляться с этими проблемами. Я достаточно,
Мне еще есть чему поучиться, есть чему научиться, потому что мы никогда не знали, как нас учили в школе, да. Мы никогда, у нас не было, ну, большая семья, какие там у нас были, ни книг не было никаких словарей не было, ничего не было. А ведь слова, которые мы используем в жизни, мы ими говорим, общаемся, а ведь порой и не понимаем, о чем мы говорим-то и что это обозначает. Очень много новых слов, да, которые мы не проясняем, не смотрим. В результате получается непонимание. У людей такое заблуждение, просто, и оно очень сильно влияет на человека. Очень сильно. Слова. Мы ведь сотканы из чего? Из слов и мыслей. Да? Мы сначала мыслим, потом мы высказываем, так, говорим свою идею, мысль вовне. Общаемся с другими людьми, общаемся со своими родными, близкими, да? И не зная, как правильно общаться, мы... Часто бывает же в семье, что ругаются от непонимания. Ругаются, ссорятся, спорят, не высказывают свои недовольства и прочее, не понимая, а откуда это идет. Поэтому у меня как бы вот такое сейчас отношение к людям совершенно другое. Я их просто понимаю, почему они так делают, почему они так говорят, что ими руководит. А это очень важно, потому что в жизни, ну как бы, мы все общаемся между собой, и мы все хотим что-то донести другому. Естественно, каждый считает себя правым. По-любому. Что бы то ни было, он считает себя прав. Что вот так, а не по-другому. Но на самом деле человек не всегда знает, почему он отстаивает свою правоту. Как улучшить свою жизнь, общаясь в семье, на работе, среди других людей. Часто ведь видите, да, какое-то недовольство кто-то высказывает в метро, ругаются. А из-за чего? Ну, просто человек, ну, дернулся вагон, ну, хорошо, ну, наступил там кому-то на ногу. Ну, нельзя же из-за этого, ну, вот так взлом, ну, как бы передавая плохую энергию, плохую злобу, плохое настроение испортить всем. Ну, от незнания вот люди так себя и ведут. Хотя я думаю, что вряд ли кто-то рад тому, что вот с ним происходят какие-то неприятные вещи. Наверное, каждый человек хочет, чтобы у него было и в семье все хорошо, и на работе было все хорошо, и в жизни было все хорошо, чтобы он был доволен своими детьми, своим окружением. Тогда у него и жизнь будет складываться совершенно другая. Нужно быть добрее к людям, любить их, потому что, невзирая ни на что, они просто не знают, они не понимают, почему так ведут себя, почему они так делают. А вот для того, чтобы они жили лучше, для того, чтобы они процветали, для того, чтобы у них было и в семье хорошо, и на работе хорошо, и дома все было хорошо, тогда и нужно получать знания. А когда человек знает, ему проще справиться со своими проблемами. И он проще к этому относится и смотрит, ну, как бы не осуждает других людей. Потому что, осуждая других людей, ну, как бы ты осуждаешь себя. Вот, а для того, чтобы лучше вы понимали, лучше соображали, лучше себя чувствовали, для этого есть технологии, которые нам преподнесли люди очень, так скажем, добрые ко всему человечеству, которые имели знания, имеют знания, и они нам рассказывают, они нам доносят, они хотят, чтобы наш мир поменялся в лучшую сторону, чтобы мы не болели, чтобы мы были дружные, чтобы мы общались, хорошо общались, чтобы мы могли
процветать и преуспевать в этой жизни. Поэтому вот я вам расскажу в следующих встречах, я вам расскажу, а как это можно сделать, а что нужно знать для того, чтобы мы могли вот хорошо жить, в достатке жить. Когда я узнала, что вот люди говорят, нет денег, я их понимаю, я знаю, почему у них их нет. Я не богатый человек, там, у меня деньги на первое необходимое есть, потому что я себе никогда в жизни не говорю, что у меня нет денег. Это я узнала, и это я использую в своей жизни, они у меня всегда есть. На хлеб, на еду, на одежду они у меня всегда есть. А миллионы, а для чего они мне, эти миллионы-то? А миллионы мне как бы для чего? Какая цель этих миллионов? Никакой. А моя цель – это чтобы был мир и покой в семье, чтобы была дружба между людьми, чтобы люди процветали, чтобы люди не страдали, чтобы у них было все хорошо. Спасибо. Мы с вами встретимся в следующий выходной, в воскресенье. Всего доброго. Всем желаю счастья.